Всем привет! Вы на канале РТ Сибири. Это работа глазами водителя. В логистике X5 транспорт. Доставка продуктов по магазинам Пятерочка. И я выдвигаюсь сейчас на погрузку. Да, так сказать, остаются 2 дня летних, и все. Потом пойдут холода, наступает уже прям конкретно осень. Поэтому надо пользоваться этими днями и записывать видео. Там, конечно, тоже видео будет записано, но не в такой атмосфере, как сейчас, вот на данный момент. Такой красивый ясный день, почти безоблачное небо. В общем, работа по Новосибирской области сейчас у меня будет 4 магазина, из них один даже дневной, самовыгрузка дневная. Никто мне пока не звонил, только в программе ворота там отобразились. Но я примерно так прицелюсь сейчас в эти ворота. А потом, когда мне команду дадут по телефону, тогда я уже подъеду. Ну, машина на погрузке. Сейчас надо будет загрузиться, потом на весы. Ну, все как обычно. Начало то же самое, как в предыдущих всех поездках. Ничего особенного. Ночью было обслуживание автомобиля. Да, к концу месяца, получается, по графику машина проходит плановый осмотр. Также техническое обслуживание. Вот. Ну, все это где-то шло где-то в течение 2-3 часов, и все готово. Ну, перед тем, как продолжить важную работу, нужно сделать важное дело. Да, спецмиссия. В общем, надо вот этот пакетик донести вот до того зеленого контейнера. Блин, слушай, а если через навигатор, интересно, она как поведет, прямо или нам придется объехать? Что, пойдем посмотрим, что там нагрузили.
Да, весовая пройдена. Все, ожидаю документы и выезжаем. Погода сегодня жаркая. Даже жалко как-то с такой погодой расставаться. Остается буквально сегодня день и завтра такая погода. И все. И начинается настоящая дождливая, грязная, холодная осень. К сожалению. Да, что-то тесновато у нас нынче. Здравствуйте. Печать можно? Спасибо. Отдаю вам. В общем, объясняю. Да, я сейчас ходил, документы получал. А что я первым делом делал, чтобы потом вопросов не было. Так, сейчас еще одну тему сделаю. Мне встать не дают даже на 5 секунд. Только встану, везде кто-нибудь куда-нибудь едет. Ну, в мое место, я имею в виду. Сейчас вот грузовик приехал. Там встал, там фура. Я говорю, тут тесно вообще днем, тут просто кошмар. Так вот. Я сначала, понятное дело, там расписываешься за то, что получил документы. Затем, получается, опять же ставишь печать в пропускном листе. Вот здесь, помимо печати доступа, вес, что прошел, надо еще, чтобы тебя типа РЦ выпустила с этим грузом, что типа подтвердили, да, все, можно выезжать, что ты готов. Вот, то есть 2 печати. Потом я сверил сразу документы, по-быстрому накладные проверил, чтобы по маршруту все совпадало. Ну и все. Вот теперь еду на выезд. Через 100 метров поверните направо. Держи.
Ну и все, и когда вот уже весь этот процесс выполнен, когда машина уже выезжает на рейс, тогда уже можно даже свериться с навигатором. Ну, я как бы заранее это сделал. Вот. Так как расстояние, ну, нормальное, на правый берег надо будет ехать. Там можно и за 40 минут доехать, а можно и 2 часа ехать. Вот. Если упираться... Если упираться на стандартный маршрут навигатора, но как бы разница есть. Он тебя поведет так, как, допустим, ну как он видит. Благо я знаю, как я могу проехать. Ну вот и город, вот и пик. Пробка. Ай-яй-яй-яй-яй. Пишет до места назначения 36 минут. Я должен быть в 13 часов и 08 минут. То есть в 13 часов 8 минут я должен быть на первом магазине. Время 12:12. Но вот это расстояние, которое он мне пишет, это я поставил до места, но еще не до места назначения. То есть это расстояние до моста. Там еще надо мост пересечь.
Поэтому к этому времени еще можно прибавить минут 20. Ну, если, конечно, я угадал с дорогой. Вот. В общем, пока я тут полз 10 минут. Почти 10 минут. Обстоятельства поменялись. Там, где я хотел объехать, точнее ту дорогу, там сейчас более-менее рассосалась пробка. А там, где я хотел ехать, там она собралась. Поэтому теперь, походу, придется ехать точно первым маршрутом, который навигатор показывал. Вот. Но все равно вот эту пробку надо будет преодолеть сейчас. Протяженностью 10 метров. 10 метров, говорю, да, 10 метров. 10-минутная пробка. Ну вот, спустя 10-15 минут пробку победил. Сейчас перемещаюсь дальше. Пытаюсь добраться до моста, который меня перебросит на правый берег. Потому что мои магазины, которые я должен доставить, они все находятся на правом берегу. Впереди железнодорожный переезд. Ну вот, подъезжая к Димитровскому мосту. Вот, но сейчас здесь сделали развязку, так сказать, нового моста, который на протяжении вот сколько времени, сколько я снимаю эти видео, этот мост постоянно здесь делают. Ну вот развязка сейчас, вот как раз вот эта развязка. Сейчас вот я ее запишу. То есть раньше, вот, допустим, чтобы попасть налево туда через мост, мы уходили вправо и потом под этот мост влево. Вот сейчас нам надо будет просто проехать вот по вот этой развязке. Прямо 5 километров. Кстати, обратили внимание, пробки здесь нету. Здесь раньше пробка всегда была, сейчас ее уже нету. То есть благодаря вот этой развязке пробка испарилась. Да-да. А так вот так вот она все выглядела. Тут все строят. Да, вот этот мост, это интересный такой будет мост. Несколько развязок будет. Вот. Но Впереди камера. проезд по нему вроде как будет платный. Так, здесь мы уступаем дорогу тем, кто едет справа. Честно скажу, неудобно, потому что не видно. Обзор плохой здесь с такого угла. И вот здесь мы, получается, выбираемся. Вот, время 12:36 дня. Сейчас в обед. Вообще сегодня будний день, пятница. Город Новосибирск. Димитровский мост, так сказать, самый пик. Погода хорошая, ясная. Сейчас можно даже эти здания разглядеть отсюда.
Да, в Новосибирске все строят и строят, строят и строят. Здесь очень много строительства идет, очень уже достаточно всяких жилых комплексов. Все, я перебираюсь на правый берег. Через 500 метров держитесь. Ну, если так вот смотреть по маршруту, Димитровский мост считается основным маршрутом, как бы, именно для нас, чтобы мы перебрались на правый берег. Конечно, есть объездная дорога. Она там, вот там ее не видать. Вот. Ну, самый вот оптимальный вариант, конечно, это через Димитровский мост. Раньше здесь была пробка постоянно, ну, когда в эту сторону едешь. Сейчас вот, как видите, в час пик только до светофора там надо будет доползти. И все в порядке, как бы. Ну, блин, пока этот мост строили на площади Труда, это площадь Труда называется, левый берег, который вот сейчас мы проезжали, там развязку. Люди намучились здесь значительно, то есть приходилось в таких пробках стоять, это кошмар какой-то. Ремонты эти, все переносилось, блин, это, да, там долгая история, как бы я даже особо не вникал. Ну, мне как-то раньше вообще пофиг было до этого моста, как бы. Вот сейчас, конечно, мне приходится перебираться сюда по нему, и в моих интересах, чтобы его быстрее сделали полноценно. Ну, хотя он нам все равно никаким боком к нам касаться, скорее всего, не будет, потому что он будет платный. Я платить точно за него не собираюсь. Я лучше 10 минут потрачу, постою, но я доеду и еще за дороги не платил. В общем, время 12:45 доходит. Ехать 15 минут показывают до места назначения. Я должен быть на первом магазине в 13:08. Вот. Но там идет время, допустим, не именно прям в 13:08, с 13:08 до, там, допустим, 13:35, где-то вот в это окно я должен попасть, как бы. Так, что меня как-то повело, интересно. Через 500 метров держитесь правее на Ипподромскую улицу. Вот, бывает, что ну ты не можешь успеть к определенному времени. Вот оно, первое обстоятельство, как бы это вот дорога, пробка. Вот, также, допустим, ситуация может произойти, если это второй, там, не обязательно надо успеть на первый магазин. Здесь такие правила у нас, как бы. Вот, ну летать не умеешь же, как бы. Может получиться так, что в пробку попадешь. Ну, если пробок особо нет, и лучше, конечно, успеть на первый магазин, а там уже как пойдет работа, там, может, надо на магазине где-то будет на следующий, ну, как бы помочь, может, какие-либо еще проблемы, может, к магазину не подъедешь, там, короче, могут быть задержки, конечно, но, не знаю, я вот работаю, бывает, конечно, ну, где-то 5% из 100 такая ситуация, вот. Не знаю, может, со временем просто привыкаешь, понимаешь уже, какие дороги лучше использовать, допустим, как лучше двигаться, вот, как лучше себя вести на магазинах, чтобы быстрее процесс пошел. Вот. И все, и вот это все вместе как бы дает результат, и тебе легче становится уже. То есть ты вроде как бы успеваешь и все. Да, раньше, когда я начинал работать тоже здесь, я, блин, вечно торопился, а из-за торопливости оно лучше не получается. Вот. Поэтому надо как-то вырабатывать здесь работу так, чтобы и не спешить сильно, но при этом успевать и не тупить, короче. Здесь главное не тупить, это да.
Да, кстати, на грузовом автомобиле нужно всегда быть внимательным, потому что когда ты стоишь на подъеме, он у тебя сильно начинает катиться назад. Прямо 2 километра. Объясняю, в общем, вес. Вот этот вес, он тебя тянет вниз постоянно. Поэтому обязательно ручник при страгивании, когда в гору, обязательно ручник должен стоять, и на ручнике начинаешь только движение. Ну, конечно, его надо вовремя поймать этот момент. В основном это на автошколе тренируют тебя, когда ты экзамены сдаешь, там надо со спуска, на спуске подняться и нет, точнее спуститься с ручником потихоньку, да? Вот. И на подъеме. То есть здесь это очень важно. Если вот раньше работал, допустим, на легковых, бывало, даже ездил, даже на той же газели, не так сильно катишься. Вот, а здесь ее тебя начинает тянуть очень сильно. А зимой так тем более опасно. Опасно, если ты прозеваешь этот момент и начнешь резко тормозить, когда она покатится назад, она у тебя может скользом поехать. Вот. Тема он и грузовой, тема особенность грузовых автомобилей. Вот. Так, к магазину я подъезжаю, остается минута, время 12:56. Если сейчас вот здесь все нормально поверну, то я уложился вовремя. Вот, то есть я успел. Но бывает как оно, ты еще к магазину подъедешь, а там еще приключения на минут 20. То есть надо же еще к магазину подъехать. Прям подъехать к пандусу. Так, что мы думаем, блядь? До конца маршрута 200 метров. Че, блин? На красный, что ли, едет? На красный, ну, поехал самосвал. Типа как это, завершал маневр, да? Так, этот вот он магазин, да, я так понимаю. Сейчас надо вспоминать, где у него тут зона-то разгрузки. Ё-моё. Все, вспомнил. Ничего хорошего. Здесь может ну да, заставлено. Ну. Вон ворота надо заезжать. Ну вот вам еще, считай, 20 минут сейчас потери времени. Сейчас надо будет машину выгнать. Потом здесь надо будет поплясать, потому что дорога здесь тесная. Не так все просто. Ну вот машину выгоняют. Будем. Тут придется поплясать немного. Вот за вот этот серый заборчик надо мне попасть.
Блин, тут еще машина стоит. Попробуй попади сюда, да? Красота. Спасибо. То ворот-то открывать будет. Фу, я что-то спотел немного. Но это классно. Это чувство эйфории, когда вроде сложно, и ты это делаешь. Пойду посмотрю. Ну, в общем, уложился я. Время 13:04. Я стою на магазине. Мне вон пандус освободили. Все. С ветками целуюсь, как всегда. Что еще могу сделать? Все, я поехал. Мне надоело. Так, главное не заехать никуда. Чуть-чуть подровняюсь. Так, а там что за хрень торчит? Да, я выставился сразу в навигаторе на следующий магазин, чтобы потом время не терять на кнопки. Да, есть такая особенность, чтобы увернуть музыку или ее вырубить. Там кому сигналит. Приходится поворотники вырубать здесь, потому что когда поворотники работают, срабатывает камера, и камера она не дает доступ к проигрывателю. Вот. Какие еще моменты? Да, у этого грузовика две мертвые зоны получается. Ну, благодаря вот этим зеркалам справа остается одна мертвая зона. Она находится с моей стороны, вот здесь внизу, под углом кабины. То есть вот я прям на нее смотрю, только снаружи. Здесь вот видите, зеркал никаких нету, а вот это зеркало, но оно не захватывает вот ту часть, именно вот этот уголок, которым ты можешь зацепить что-либо, когда, допустим, выворачиваешь радиус. Так, второй магазин, такое же количество палетов, 4 штуки. Где-то он здесь находится. Ну ладно, чуть подальше. Через 300 метров держитесь левой полосы, а затем развернитесь. Блин, вот экзотика. А, все, я вижу эту разгрузочную зону. Сейчас надо будет развернуться. Вот здесь она. Вот за зданием кирпичным, вот здесь. Вон они, ворота. Вот туда надо заехать.
То есть сейчас надо как-то развернуться, а потом сюда задом заехать вот в эту гору. Надеюсь. Так, это надо протягивать туда, подальше, чтобы радиус взять. Блин, ну вот с одной стороны, если с правой полосы пойти, то ты можешь левую полосу зацепить при развороте. Развернитесь, а затем поверните направо, во двор. Если я не ошибаюсь, здесь еще идет та вот встречная полоса тоже, она поворачивает направо, для нас это налево будет. Вот. Ну что, мы готовы. Ну тут еще встречку надо пропускать. Она одновременно с нами едет, да? Маршрут перестроен. Разверни. Подожди. Выстроился на другой адрес уже. Я должен взять поворот. Вот это я понимаю, перекресток. Очень удобный. Так, вот здесь не прозевать. Так, выставляюсь на исходную. Так сказать, выкручиваюсь. Все, поворотник врубаю вправо. И потихоньку начинаю закатываться. Смотрю в то зеркало, чтобы тоже там не зацепить, а то они любят под кабину залазить. Все, здесь мне может помочь немного камера, чтобы столб не задеть никакой. Смотрим также людей, чтобы в камеру не лезли. Ручник. Бабушку, чтобы не сбить. Теперь с ручника назад. Выравниваюсь. Опа. Ну вот как-то так, наверное. Добро пожаловать в работу водителем. Логистика X5 транспорт. Так, какие особенности сейчас еще на этом магазине? Вот этой кнопкой не буду пользоваться, она мало опускает. Придется использовать пульт. Это как всегда пылесос 2. Все, это максимум. Максимум, что можно опустить. Что-то воротина, по-моему, мешает, нет? Ну да.
По-моему, воротина будет мешать сейчас. Да, давай, наверное, откатимся еще чуть-чуть. Ага. Просто смотрите, какой масштаб. Вы его чувствуете? Вот это количество людей, количество машин, вот этот пик. Разве это не кайф? Сейчас скажут, ты что, мазохист? Нет, я уже привык просто к этой обстановке. Мне нравится вот эта суета. Вот когда тебе это нравится, тогда ты уже можешь сказать, что ты городской. Самое главное в городской обстановке — это не только движение по трассе, но и еще обязательно осматривать машину, потому что она высокая и под ней могут кто-нибудь быть. Маршрут В перестроен. смысле перестроен? Ты че, дурында? Показывай нормальный маршрут. Затем поверните направо. Ну, вот еще один дебил под названием навигатор, который в центре города уже теряется. Булка! Маршрут перестроен. Все, я правильно еду. Это, Прямо 1 километр. это этот тупой. Да, есть такая особенность, там, где очень много людей и машин, навигаторы даже теряются. Самое главное, на первый магазин успел, второй магазин вовремя, а третий магазин уже как бы не задержка, а идет уже именно в окно попадая. Не к начальному времени, а именно в промежуток времени от и до. Вот. Потому что, ну, на магазинах это понятное дело, это разгрузка, это бывает, пока подъедешь, тоже время теряешь. Это ладно, сейчас вот я быстро подъехал, а бывает, одного попроси уехать, другого попроси. Вот. А, даже еще на следующем. Да что такое, что меня чехотка-то атаковала, я не понял. Еще скажи, что от солнца простудился. Там поворот по стрелке идет. Я был на этом магазине. Тоже магазин такой же сложноватенький по заезду, как примерно первый. Тоже движение, тоже там сейчас могут машины стоять на углу. Я первый, когда был здесь, я заезжал, наоборот, в ту сторону смотрел. Сейчас мне придется заезжать в ту сторону смотреть, в сторону перекрестка. Так, и тут вот надо сейчас как-то... Поверните налево, во двор, а затем поверните налево. Как-то вот так вот сделать, наверное. Ё-моё, грузовик сюда едет. Пойдет. Мне туда надо. Вот видите, мертвая зона, ни хрена не видать. Опа. Здесь у нас перекресток, не забываем о нем. Как говорится, не протупил, заехал. Протупил, мог бы стоять дальше. Главное не тупить в этой работе. Поначалу это очень тяжело, честно. Потому что, блин, туда надо смотреть, там надо рассчитывать.
Все это надо понимать. Короче, дело такое. Это вот для меня это как бы сейчас на данный момент мне это интересно. То есть я от этого не устаю первое время. Понятно, там уже под конец смен утомленность есть немного. Так, они как-то выгружаются, если я не ошибаюсь, здесь, по-моему. Сейчас я подровняюсь. Так, что, сюда 6 палетов? Кому? Ну все, остается финальный магазин. До него ехать 1,5 часа. Время 15:20 доходит. Я там должен быть в 16:47. Ну, почти успеваю. Так, какие еще моменты? Когда остается финальный магазин, вот, мы работаем по приложению, там же я смотрю новые рейсы, там временные всякие окна, куда ехать. Точнее, когда приехать по времени. Вот, смотрю также, сколько времени у меня запаса, я же тоже бывает успеваю, еще экономлю время. И эту экономию использую там на покушать, там, допустим. Так как я человек не курящий, мне перерывы с перекурами не нужны особо. Куда ты меня развернись? Я смотрю рейсы другие сейчас. Есть ли нету? Маршрут перестроен. Рейсов нет. Так, здесь я уступаю дорогу тем, кто прямо и справа. Так вот, я посмотрел, рейсов нет, значит, работаю чисто по времени, которое вот у меня назначено сейчас. Если бы у меня был бы рейс, я бы, конечно, поторопился, то есть попробовал бы выиграть какие-то минуты, чтобы успеть там, допустим, на следующий рейс. А сейчас как-то на расслабоне. Так. Ну вот, получается, Гусинобродское шоссе ведет на выезд. Финальный магазин остается, 4-й по счету. Находится он в области, в Тогучинском районе Новосибирской области. Вот. До места назначения остается ехать 64 километра. Время показывает 1:15, если округлить до туда.
Так, я подъезжаю к весам. Здесь надо быть аккуратным, сильно не гнать. Да, вот про эти я весы когда-то рассказывал. В общем, если эти весы пройти неправильно и будет штраф, то он идет юридическим лицам, то есть твоему руководству, ну, от 200 тысяч и выше. Поэтому они тебе спасибо за это не скажут. Now I lay me down to sleep. Now I lay me down to Pray sleep. the Lord my soul to keep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, If I die before I pray wake, the Lord my soul to take. pray the Lord my soul to take. Hush still, baby, don't say a word. And never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed, in your closet, in your head. Exit light into night. Grain of sand. Exit light into night. Take my hand. Off to never, never land. Yeah, yeah. Yo. Вообще, вот чтобы без обеда не оставаться на этой работе, нужно... Да, вот здесь маленько я поспешил в плане, я бы мог на магазине постоять и что-нибудь взять покушать, потому что без еды, ну... Да, понятное дело, я сейчас приеду, сделаю работу, все, но... сейчас вот магазин, допустим, ДБКП. Это самовыгрузка, благо немного палетов. А так, ну... Всегда нужна сила, как бы, вот. Ну, видите, у всех свой организм. Я вот, допустим, если не поем, я начинаю маленько тупить, у меня как-то вялое состояние такое. Вот, то есть мне надо всегда быть сытным. Тогда я буду быстро работать, быстро думать и все. Ну да, у меня так организм работает. Поэтому сейчас думаю, еду, думаю о еде, а не о работе. Ничего себе. Вот это он задымил тут. Затем поверните налево. Что у нас тут происходит?
Ну что стоим, кого ждем-то? Так он сломался, что он стоит-то, ждет? Боятся, что эта камера, наверное, ловит на полосу. Блин, кафешечка, вот бы я бы в нее бы сейчас заехал, а? Поверните налево. На обратке, если не закроется, надо заехать. Прямо 18 километров. Я не стала ехать через полосу, потому что там сплошная. Вот, я посмотрел обочина, вроде нормально, и поехал по обочине на аварийках, как будто сломался все. Потому что хрен знает эти камеры, потом не докажешь, что ты автобус обгонял сломанный. Да, когда-то я, когда работать начинал, потом еще развивался здесь, более-менее еще что-то познавал. Как бы, ну, учился, ладно, так сказать. Тоже не сразу, вот если водитель был, пришел и сразу чемпионом стал, ага. Тут еще иногда в таких ситуациях побываешь еще, которые не знаешь. Тут еще учиться и учиться. Ну так вот, суть-то в чем? Я не мог все представить, как успевать на эти магазины, потому что там какие-то пробки. Лежачий полицейский. Да, там лежачие полицейские, там авария какая-нибудь, там дорога плохая, там к магазину еще не подъехать. И я просто, ну, нереально, блин, было. Я постоянно, да, задержки у меня были, все. А все почему? Потому что я постоянно куда-то кипишил, паниковал, боялся там не успеть все туда-сюда. Нет, работа здесь не требует паники, она требует решения, вот. Поэтому со временем здесь начинаешь не паниковать, не кипишить, а именно решать. Вот просто из данной ситуации делать какой-то вывод и действовать, а не ждать чего-то. Впереди камера на 40. Вот. То есть здесь работа вот именно требует вот этих быстрых решений. Надо брать и делать. Брать и делать. Ну, при этом, как бы, понятное дело, подумать тоже надо бы. Но недолго. Вот. Или как там у них это на телефонном языке-то, мегапиксель. О, я как-то снимал это место. Блин, я все попасть сюда не могу, так красиво здесь. Вечно надо успевать, и магазин всегда вот этот какой-нибудь финальный в той стороне. Так бы, конечно, бы заскочил бы, поснимал бы. Вот он, осенний лес. Такой вот он. Кстати, в октябре, вот в октябре будет вообще красиво. Будет все такое прям желтое-желтое. Я бы сказал, даже оранжевое такое. Там вот, где самые пышные леса были, они будут красивые тоже и осенью. Ну что, добро пожаловать в Тогучинский район. Видали, да? Я не знаю, чем тут дышат. Здесь эти идут, да, добывают материал, как оно. Короче, тут всякая щебенка, вот это все. Цемент, наверное, где-то что-то. Вообще кошмар, да? Здесь все серое просто. Ха-ха. Вон, смотри, все деревья серые.
Кошмар. Сейчас там еще озеро впереди ждет. Там тоже оно, наверное, серое. Знаю, я вот не люблю этот район чисто из-за того, что здесь приходится вот ехать и окна закрывать, дышать здесь нечем. Как тут люди работают, вообще не представляю. Вот оно, озеро. Я думаю, она тоже серая. Просто она отсвечивает со стороны этой. Помните, красивые поля вам показывал? Цветные, смотри. Это вот отсюда они стали такими, охренеть. Ё-моё. Либо они сами цветом такие, я не знаю, что с ними, блядь. Да, как-то я ехал, помню, видео тоже снимал-то, выкладывал, там трава такая красивая, солнце, закат. Но здесь уже более-менее, да? Ну вот я и приехал в этот рабочий поселок. До места назначения остается 4 минуты. Через 600 метров поверните налево на Советскую улицу. Ого, нифига, там гора какая большая. Это из-за нее, наверное, ну вон горы, типа из-за этого он называется горным, да? Красота. Все, магазин у меня где-то слева сейчас будет. Ой. Поверните Ё-моё. налево. Через 200 метров поверните направо, во двор. Вот оно, да. А, вон пятерочка, зеленый козырек. Ух ты, какой памятник. Что у них тут происходит? Упал, что ли? Поверните направо, во двор. Парень упал. Что за машина здесь стоит? Вы приехали. Да, я вижу, что я приехал. Так, я пока здесь остановлюсь. Припарковался. Так, а здесь что, проезд, что ли, какой-то? Ну, так-то могу вывернуть, наверное. Давай потанцуем немного. Очень медленный вальс.
О, блин. Я уже почти заехал. Ну что ж ты меня обломал-то? Такой момент интересный. Сейчас бы такую фин бы замутил. Ё-моё. Слушай, по-моему, тут какой-то вообще капец. Я ее, по-моему, не довезу. Ну да. Пипец. Короче, вот этот палет на предыдущем адресе, мы еле сюда его завезли, нам приходилось его выкатить немного, чтобы выгрузить другой палет. Ну, как всегда, тут у нас не идеально все было. Мы косячили на складе. Свалится, не свалится, не знаю. Это я рискую, конечно, потому что я не знаю, блядь. Оно все валится. Опа. Сейчас мы будем его выкатывать. А то он у нас сейчас улетит что-то. Блин, а это он такой изначально такой был. Потому что мне кажется, он упадет. Ну-ка. Еще немного. Опа. Что, получилось исправить немного? Нет, ни хрена. Сейчас в ту сторону.
А? Пока сюда не спускайте, чтобы не улетело. Там еще мешок. Мне его самый закорененный туда заткнули. Самое интересное, что предпоследний магазин они посередке поставили палет. И нам пришлось мучиться его выкатывать сначала. Ну вот оно маленькое разлетало. А он уже был. Я его специально припер, чтобы он вообще не улетел. Он бы улетел бы 100%. Тут главное на поворотах не горцевать. Да нет, не можно снять, не дело, там вот не Так, аккуратно. Стой. А не, его можно придержать. Он не такой тяжелый. Это не, этот, не овощи. Главное, чтобы он не наклонялся. Так, я вот чуть-чуть наклонил, так вот, все. Больше нельзя. А, ну коробки-то да, они это могут в лоб полететь. Ну. Так, вот это не нравится. Он поднимается. Держу. Держу. Так, аккуратней, поворачиваю. Сейчас завезу потихоньку. Так. Ну что, проедем здесь по-тихому. Куда он его? Далеко не уедет, я думаю, развалится где-нибудь. Что там, один палет еще. Самое забавное, что все магазины, которые были с грузчиком, у них все палеты ровные. А магазин, где надо самому выгружать, вот такой. Так, здесь надо заехать сюда, но я не войду сюда. Сейчас этот убирать надо.
красивая зарядка. Задание сделаю. Этот палет был проще. Ну, все, рейс сделан. Да, такой вот рейс был. Ну, интересный. Магазины вроде такие, я бы сказал. И не легкие, и не сложные, то есть нормальные. Но при этом и не расслабишься. Ну, будем работать дальше. Канал РТ Сибирь, работа глазами водителя. До новых встреч. Пока-пока-пока. Beside me, tell me what they've done and speak the words I wanna hear to make my demons run. The door is locked now, but it's open if you're true. If you can understand me, then I can understand you. Beside me, under wicked sky, through black of day, dark of night, we share this paralyzed. The door cracks open, but there's no sun shining through, like hot scarring